Речь Посполитая в сознании многих ассоциируется с вольностями шляхты, крылатыми гусарами, свободным вето, срывавшим принятие законов, королями-иностранцами, восстанием Богдана Хмельницкого, устройством, напоминавшим республику, соборами и дворцами в стиле барокко, возводимыми в XVIII веке, когда страна уже находилась в политическом упадке. Речь Посполитая никогда в сущности не была единым государством. Она представляла собой федерацию или даже конфедерацию королевства Польского и Великого княжества Литовского. Формально ее основание относят к 1569 году, когда представители обоих держав подписали Люблинскую унию, но фактически объединение Польши и Литвы началось гораздо раньше и прямо повлиял на развитие западно-русских земель. После распада древнерусского государства они оказались под властью королевства Польского и Великого княжества Литовского, подверглись мощной волне полонизации и католизации. На период с 1385 по 596 годы пришлись падение Галицко-Волынского княжества, становление в Польше шляхетской демократии, заключение Кревской унии и брак Егайла с Едвигой, формирование концепции Речи Посполитой, а также Люблинская и Брестская унии, завершившие процесс ее создания. Одновременно Великое княжество Литовское стремилось стать королевством и искало корни своей государственности, а московские государи и цари несколько раз имели возможность занять трон Речи Посполитой. Предлагаю более подробно разобрать все эти вопросы в нашем сегодняшнем видео. Прежде чем продолжить, хотел бы порекомендовать вам свой паблик ВКонтакте «Историческая империя». Здесь я регулярно выкладываю интересные посты с картами и историческими фото, статьи на разные темы, а также подкасты со своего YouTube-канала. На моем сайте вы также сможете более подробно узнать о самом авторе, моих научных публикациях, а также прочесть книгу «Пруссия. Королевство Гогенцоллернов». В ней я описываю путь Пруссии к воссоединению Германской империи, процесс ее превращения в оплот немецкой государственности, который занял практически 2 столетия. И об истории создания Речи Посполитой нельзя не упомянуть Галицко-Волынское княжество, чьи земли к концу XIV века оказались разделены между Польшей и Великим княжеством Литовским. Его основателем стал Роман Мстиславич, объединивший в 1199 году Галицкий и Волынский престолы. Несмотря на то, что на земли княжества активно претендовали Польша и Венгрия, а также набиравшая мощь Литва, Романовичи долгое время вполне успешно отбивались от натиска соседей. В 1214 был заключен Сепежский трактат, по которому Польша заявила свои претензии на Западную Галицию, а Венгрия на Восточную. Князем Галицким становился Кальман, сын короля Андроша II. Однако сама Польша на тот момент также была раздроблена, потому не могла на деле осуществить свои притязания. В 1228 после кончины Мстислава Удатного бояре передали Галич венгерскому принцу Андрошу, но горожане не приняли власть чужеземца и позвали на трон Даниила Романовича. Тот осадил Галич и взял город, после чего мирно отпустил Андроша в Венгрию. 14 октября 1235 года Даниил Галицкий, как вассал последний, участвовал в коронации и фехерваре венгерского короля Бела IV. Через 10 лет он разгромил в Ярославском сражении отряды польских и венгерских феодалов, чем завершил 40-летнюю борьбу за объединение Галицкого и Волынского княжеств. Рассчитывая укрепить свой авторитет в Европе, заручиться поддержкой Папы Римского в борьбе с Ордой и не допустить экспансии Литвы в землях княжества, Даниил принял титул короля Руси, но отказался переходить в католицизм. Таким образом, князь выбрал прозападный вектор политики, что в условиях распада бывшего древнерусского государства еще сильнее ослабило культурные связи Галицко-Волынского княжества с другими русскими землями. Романовичи подписывали соглашение с Тевтонским орденом, Священной Римской империей и Папским престолом, претендовали не только на земли Подолья, Закарпатья и Молдавии, но и на трон Австрии после пресечения династии Бавенбергов. Некоторое время великим князем литовским был сын Даниила Галицкого, Шварн Даниилович. Уже в то время в Галицию и Волынь стали проникать латинская письменность, развивалась придворная поэзия, регулярно проходили рыцарские турниры. Римские папы желали распространить в княжестве католицизм, дабы создать в Восточной Европе заслон против монгольских нашествий. Однако после пресечения династии Рюриковичей в 1323 году начался упадок Галицко-Волынского княжества. Юрий II Болеслав развивал отношения с Литвой и Тевтонским орденом, привлекал иностранных специалистов и поощрял католических миссионеров, что вызывало раздражение боярства, давно стремившегося править независимо от князя. В 1349 году польский король Казимир III провозгласил себя наследным королем Руси, захватил Галицию и начал войну с Литвой, завоевав
галицко-волынские земли, но вскоре потерял все княжество в результате литовского контрнаступления. Год спустя Казимир подписал договор с Венгрией, по которому та признала отход галицко-волынского княжества к Польше и согласилась помочь с ответной польской экспедицией в его земли. В обмен Казимир признал наследование Анжуйской династии Польши после своей кончины. В противном случае венгры могли выкупить княжество у Польши за 100 тысяч флоринов. После заключения Кривской унии между Польшей и Литвой дочь венгерского короля Лаэша Едвига вновь присоединила Галицию к Польше. Окончательно условия раздела бывшего Галицко-Волынского княжества были определены к 1392 году. Польша сохранила за собой Галицию, а Литва присоединила Волынь. Между Польшей и Великим княжеством Литовским всегда были довольно непростые отношения, камнем преткновения в которых был в частности вопрос коронации литовских правителей королевской короной. Впервые ее принял Миндовк в 1253 году, однако перед своей гибелью он вернулся к язычеству, что согласно тогдашнему европейскому праву лишило его королевского титула. Несмотря на это, преемники Миндовга продолжали именовать себя королями. Делалось это в том числе для того, чтобы подчеркнуть равный политический статус Литвы по отношению к Польше, претендовавшей на господство в Восточной Европе. Присоединив же Майтию и часть земель сегодняшней Латвии, правители Литвы изменили название страны на Великое княжество Литовское, Русское и Жамойское. Очередную попытку заполучить корону предпринял великий князь Витов в 1430 году. Император Священной Римской империи Сигизмунд поддерживал амбиции Витовта, не желая появления у границ Германии и Венгрии слишком могущественного соседа, а также стремясь отвлечь великого князя Литовского от притязаний на чешскую корону. Кроме того, сильная польско-литовская монархия стала бы стеснять Тевтонский орден, который номинально подчинялся императору. Желая продвинуть свои интересы, Сигизмунд предложил на съезде европейских монархов в Луцке, где присутствовал великий князь московский Василий II, организовать коалицию христианских держав против турок, но поляков гораздо больше интересовало подчинение православных литовских епархий католическому духовенству, а также недопущение коронации Витовта. Есть версия, что корону, высланную правителю Литвы римским папой, перехватили польские шляхтичи. Как бы то ни было, с кончиной Витовта Литва утратила шансы стать королевством и подверглась все более мощной полонизации. Как отмечают российские авторы, концепция государственности Великого княжества Литовского, формировавшаяся в 16-17 веках польскими и западными историками, преподносила литовцев как освободителей русских княжеств от монгольского ига. В то время в Европе было принято возводить происхождение правящих династий к римским императорам. Польские и литовские авторы аналогично приписывали происхождение рода Гедеминовича ни много ни мало к Нерону. На самом же деле, эта легенда не находит никаких документальных подтверждений, да и найденные в последующее время материалы свидетельствуют о том, что некоторые земли бывшего древнерусского государства, захваченные литовскими князьями, продолжали платить дань Золотой Орде. Сегодня среди историков распространено несколько концепций формирования Великого княжества Литовского. Одна группа утверждает, что решающую роль в нем сыграли балтские племена, также подчеркивает балтское происхождение первого короля Литвы Миндовга. Сторонники этой идеи настаивают на существовании в средние века литовского княжества, которым управляли литовские вожди. Другая часть историков обращает внимание на то, что литовские феодалы в период экспансии Великого княжества в землях бывшего древнерусского государства управляли преимущественно славянским населением. Есть и специалисты, которые подчеркивают преимущественно мирный характер вхождения русских земель в состав государства, особый статус православной церкви и привилегии русских княжеских родов. Дискуссии по поводу генезиса государственности Великого княжества Литовского оказывали значительное влияние на развитие литовской и белорусской историографии и национальной идентичности. Сегодня в Беларуси есть ограниченное число сторонников идеи литвинизма, провозглашающие жителей преемниками Великого княжества Литовского. Современную Литовскую республику, которая впервые возникла на карте Европы в конце 1918 года, литвинисты считают следствием фальсификации истории. По мнению литовского историка Томаса Барановскуса, литвинизм возник из синтеза историографии Российской империи и межвоенной Польши. Осип Сенковский считал именно славян основателями Великого княжества Литовского. Польские историки настаивали на том, что жители Виленского края, аннексированного Польшу в ходе войны с Литовской республикой, и являются литвинами, то есть по тогдашним польским представлениям настоящими литовцами. В настоящее время концепция литвинизма не пользуется поддержкой ни белорусских, ни литовских политических элит. Ряд литовских авторов и вовсе считают, что она является угрозой для современной Литвы. Обеспечив безопасность северных границ княжества благодаря миру с Тевтонским орденом, Миндовг сосредоточился на экспансии в русских землях. Он усилил свое влияние в Черной Руси, расположенной между Новогрудком и Пинском, захватил Полоцкое княжество, имевшее важное торговое значение. Одновременно с этим он создавал государственные институты Литвы, ввел в обращение серебряную гривну, установил благополучие
благоприятные отношения с Галицко-Волынским княжеством. Основатель новой великокняжеской династии Литвы Гедемин захватил Обруч и Житомир, взял Киев после разгрома коалиции русских князей. В середине 1320-х он добился от патриарха Константинопольского создания литовской митрополии с центром в Новогрудке, ставшим одним из важнейших городов Великого княжества. Преемник Гедемина Альгерд пользовался лавированием Новгорода между Ливонией, Литвой и Ордой, а также усилением влияния в городе литовской партии и предпринял вторжение в новгородские земли. После 1355-го под его контроль перешли Чернигов, Брянск и Стародуб. 7 лет спустя он разбил ордынцев у Синих вод, после чего овладел обширной территорией до Черного моря в районе современной Одессы. После 1395-го великим князем литовским и соправителем короля польского Егайла стал его двоюродный брат Витовт. Он ликвидировал Киевское, Подольское, Новгород-Северское и Черниговское княжество, а удельных князей заменил наместниками. Витовт строил укрепления в Братславе и Черкассах, а также южных степях для защиты от ордынских набегов. Ради усиления своей власти в русских землях Витовт оказался готов пожертвовать частью собственно литовских земель. В октябре 1398-го он уступил крестоносцам запад Жемайтии, однако не получил от тех поддержки в битве на Ворскле, которая привела к сокрушительному поражению литовской армии. Единство польского королевства было восстановлено 20 января 1320 года, когда в Краковском соборе был коронован Владислав Лакеток. Его сын Казимир Великий сумел договориться об отказе чешского короля Яна Люксембургского от претензий на польскую корону в обмен на 20 тысяч пражских грошей. Владислав и Казимир приложили немало усилий к восстановлению польской экономики, ради чего приглашали иностранных банкиров, торговцев и ремесленников. С их помощью было построено около 100 новых городов, получивших свободу самоуправления. Наследником Казимира стал венгерский король Лаиш Великий из Анжуйской династии. Именно в период его правления началось становление так называемой шляхетской демократии, а также идея о том, что корона королевства польского и его земли не являются личной собственностью монарха. Важнейшую роль в этом сыграли Кошицкий привилей 1374 и Нишавские статуты, изданные 80 лет спустя. Они, в частности, освобождали дворян от уплаты налогов, строительства замков, мостов и городов, а также выводили шляхту из-под юрисдикции королевских судей. Вопрос окончательного выбора государственной религии, а также вектора внешней политики стоял перед литовскими правителями в XIV веке особенно остро. В 1323-24 годах Гедемин отправил папе римскому Иоанну XXII ряд писем, в которых изъявлял желание принять христианство и в то же время критиковал захватническую и грабительскую политику крестоносцев. От принятия католицизма Гедемин был вынужден воздержаться из-за угроз со стороны язычников и православных, которые составляли большинство населения Великого княжества Литовского. Его правители долгое время сохраняли федеративное устройство, что позволяло русским землям сохранять свой язык, культуру, религию и обычаи. Правовые кодексы Великого княжества базировались на русской правде Ярослава Мудрого. По мнению некоторых историков, литовские правители воздерживались от принятия той или иной религии по политическим причинам. Православное вероисповедание не гарантировало бы Литве безопасность от экспансии ее католических соседей, считавших православных так называемыми схизматиками, а принятие католицизма, как мы уже говорили, привело бы к падению авторитета великого князя среди языческой и православной элиты, а также простого народа. Во второй половине XIV века особенно обострилось противостояние литовцев с Тевтонским орденом и Золотой Ордой. Стало ясно, что Великое княжество нуждается в сильном союзнике для борьбы на два фронта. Изначально в данной роли рассматривалась Москва. Правитель Литвы Егайло был готов принять православие и жениться на Софье, дочери Дмитрия Донского. Литовские князья были готовы признать старшинство Дмитрия. Таким образом, Москва получила бы возможность распространить свое влияние на земли Великого княжества Литовского, в том числе исконно русские. Разумеется, Золотая Орда, Тевтонский орден и Польша не могли допустить формирования Московско-Литовского союза. Тохтамыш санкционировал поход Олега Рязанского на Москву и обложил Великое княжество Владимирское огромной данью, что вызвало среди литовско-русских князей сомнения в целесообразности союза с Дмитрием. В то же время перспективы брака с польской королевой Едвигой сулили Егайло куда более независимую политическую роль, а также прекращение польской экспансии в литовских землях. В обмен Егайло обязался перейти в католичество и передал Польше ряд спорных территорий. 14 августа 1385-го представители польского королевства и Великого княжества Литовского подписали в Киевском замке акт о династической унии государств, который был скреплен браком Егайло
Жогайла и Едвиги. Полноценного слияния Польши и Литвы не состоялось, между странами сохранялись таможенные барьеры, каждая из них сохраняла свой административный аппарат, свое войско и денежные валюты. Вместе с тем, Кревская уния стала важнейшим этапом на пути обретения династии Егелонов господства в Восточной Европе. В течение 15 века они завладели тронами Чехии, Венгрии и Хорватии. Таким образом, империя Егелонов стала охватывать земли от Балтики до Адриатического моря и от Смоленска до Судет. Одновременно Кревская уния запустила процесс укрепления связей между королевством польским и Великим княжеством литовским. Согласно Виленско-Радомской унии 1401 года, Витовт уступал литовские земли Польше после своей кончины. Рада Великого княжества сумела отстоять право последнего не выплачивать дань Польше, на чем изначально настаивали ее представители. Одновременно начался процесс унификации административных систем. В Литве по образцу Польши создавались воеводства и каштелянии. Дворяне Великого княжества, исповедовавшие католицизм, получали польские гербы. Фактически началась дискриминация православной шляхты. Часть ее представителей со временем стала переходить на службу Великому князю Московскому. Известный литовский историк Эдвардас Гудавичус считал Городельскую унию, уточнявшую условия Виленско-Радомского соглашения, актом подавления литовской государственности и включения литовского дворянства в польские сословные институты. По сравнению с договором 1401 года, Городельская уния отменила прямое наследование Егайла короны Великого княжества, принадлежавшей Витовту. Оно было восстановлено Гродненским договором 1432 года, а правитель Литвы с того времени избирался боярами Великого княжества только с согласия польской шляхты и при своем вступлении на трон приносил присягу на верность польской короне. Несмотря на то, что польские политики желали подчинить великих князей литовских своему влиянию, преемник Владислава Варненчика Казимир настоял на своих условиях принятия польской короны. Виленский привилей 1447 уравнял положение польской и литовской аристократии и вместе с тем освободил короля от ее контроля. В то же время Казимир подавил оппозицию кардинала Алисинского и его сторонников, а также разрешил конфликт с папой римским по вопросу назначения епископов. Претензии польских феодалов на присоединение Волыни и Восточного Подолья Казимир отверг. Виленская уния 1501 закрепила роль Сената как органа, принимавшего важнейшие государственные решения, исполнение которых королем становилось обязательным. Старосты провинций теперь подчинялись сенатским комитетам, а король утратил право самостоятельно назначать сенаторов. В случае неисполнения им постановлений Сената, последний мог прекратить свое подчинение королю. Постепенно правители Польши и Литвы стали отходить от принципа федерализации, которого долгое время придерживались их предшественники. В 1452 году было ликвидировано Волынское княжество, а 19 лет спустя Киевское. На землях бывшего Галицко-Волынского княжества были созданы Русское и Подольское воеводства, входившие в состав коронных польских земель. В 1434 году Владислав Варенчик уравнял права галицко-русских бояр с польской шляхтой. Отныне бояре назывались панами, но православные жители не имели своих органов самоуправления, были ограничены в возможности занимать административные посты. В 1506 году здесь была введена польская судебная система, что привело к вытеснению русского права. В литовских же землях оно все еще продолжало действовать. Ферраро-Флорентийская уния 1439 года закрепила подчинение Константинопольского патриархата и подконтрольных ему епархии Римской католической церкви. Московские иерархи низвложили митрополита Исидора, подписавшего акт об унии, отказались признать ее действия. В то же время в западных землях Великого княжества Литовского, а также Галиции активизировалась деятельность униатских миссионеров, поощряемая королевской властью. Многие древнерусские храмы и ценнейшие памятники православной архитектуры перестраивались в католические кастеллы или униатские соборы. С началом 16 века в Великом княжестве стали активно распространяться лютеранство, кальвинизм, антитринитаризм и другие протестантские вероучения. Наиболее известным протестантским политическим деятелем стал Николай Радзивилл Черный, который до последнего отстаивал независимость Великого княжества Литовского и противился заключению Люблинской унии. Подробнее о ней мы поговорим чуть позже. В 1517 по 1518 года Франциск Скорина издал перевод Библии на белорусский из вод церковнославянского языка. Сегодня он считается одним из выдающихся деятелей белорусской культуры. В его честь в 1995 году был учрежден орден за особые заслуги в гуманитарной деятельности. Герцог Пруссии Альберт, в 1525 году принявший лютеранство и секуляризировавший земли Тевтонского ордена, также приглашал Скорину для книгоиздательского дела.
Гигеева. Попытка же распространения его трудов в московском государстве закончилась, как утверждают историки, и документальные свидетельства их сожжением за латинство. Впрочем, вопрос вероисповедания самого Франциска Скорины и сегодня вызывает дискуссии среди историков. Несмотря на усиление интеграции литовско-русской знати в польскую сословную систему, часть ее представителей противилась подчинению Великого княжества польской короне и была недовольна привилегированным положением католиков. Лидером оппозиции стал Свидригайло Альгердович, провозглашенный великим князем русским и начавший войну против польского ставленника Жигимонда Кейстутовича. Последний контролировал преимущественно литовские земли и опирался на местную шляхту, лояльную Польше и не желавшую делить свои привилегии с православным дворянством. В 1432 и 1434 годах Егайло и Жигимонт издали привилеи, в которых уравняли права и привилегии православной шляхты с католической. Это сильно убавило число сторонников Свидригайло, который потерпел поражение в решающей битве у Вилькамира 1 сентября 1435 года. Последняя попытка освобождения западно-русских земель от литовской власти была предпринята в 1508 году, когда произошло восстание князя Михаила Глинского при поддержке великого князя Московского Василия III. В итоге Литва сохранила за собой земли Глинских, а князь с семьей переехал в Москву. Как мы уже о том упоминали, в XIV-XV веках в Польше стала формироваться идея о том, что корона королевства польского и его земли не являются личной собственностью монарха. Одновременно развивался принцип неделимости государства, невозможности жертвовать, дарить или продавать его территории. При своем восшествии на трон король польский приносил клятву вернуть земли, утраченные его предшественниками, а также обязался чтить привилегии дворянства и городов. При поздних егелонах к короне Болеслава Храброго, которой короновались польские монархи, добавились золотые скобы и глобус с крестом, что символизировало суверенитет Польши от Священной Римской империи, номинального лидера Западной Европы. Автором термина «Речь Посполитая» стал краковский епископ Винцентий Холубек. Он стал полонизированным вариантом латинского слова «республика», означающего «общее дело». Опираясь на тезисы Цицерона, Холубек утверждал, что Польша не является собственностью монарха, а должна сама выбирать своих правителей. Республика в его понимании является родиной свободных людей, сознающих себя частью единой нации. В 1564-м каноник Станислав Ореховский написал трактат «Пирамида». Отмечая гражданские свободы и равноправие в Польше, автор призывал к полной оккупации Великого княжества Литовского и ликвидации его архаичных учреждений. Ореховский стремился перенести демократические традиции в Литву, тем самым рассчитывая ускорить процесс интеграции литовской знати в польскую политическую жизнь. Пирамида способствовала усилению интереса поляков и литовцев к унии, тем более что с 1558-го Великое княжество Литовское вело очень тяжелую для себя войну с русским царством и находилось на грани поражения. Разумеется, польские политики не были заинтересованы в появлении русских армий на границе с Польшей и полном разгроме Литвы, однако они считали, что уния скорее нужна Великому княжеству, чем самой Польше. Последнее лишь извлекало из нее дополнительные возможности. Литовские представители с самого начала настаивали на сохранении суверенитета Великого княжества и всех его институтов, а также территории, проведения сеймов как в Польше, так и Литве и коронации польского короля короной Великого князя Литовского. Для поляков такие условия были заведомо неприемлемы. Они настаивали на избрании и коронации короля и великого князя только в Польше, проведении сеймов исключительно на польской территории, придании польскому языку статуса государственного на всей территории унии, а также присоединении к королевству южных земель Великого княжества. Территория Литвы и ее население таким образом сокращались более чем в 2 раза, а ее представители составляли менее трети от общего числа депутатов Сейма Речи Посполитой. На фоне военных неудач литовская шляхта была вынуждена принять польские условия, сумев настоять лишь на смягчении некоторых формулировок. 1 июля 1569 в Люблине был подписан акт об унии короны Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Новое государство получило наименование Речь Посполитая. По мнению ряда польских и литовских историков, Люблинская уния стала кульминацией шедшего почти 200 лет процесса государственного объединения Польши и Литвы, устранила последние политические преграды на пути к созданию могущественной конфедерации. На пике своей экспансии Речь Посполитая занимала площадь, охватывавшую более 1 миллиона квадратных километров. В нее входили почти все земли сегодняшних Польши, Беларуси, Украины, Литвы, а также часть территорий Словакии, Латвии и России. Герцогство Пруссия и Курляндия находились в вассальной зависимости от польского короля. Третий литовский статут 1588 упразднил некоторые положения
создания Люблинской унии, сужавшей автономию ВКЛ в составе Речи Посполитой. Среди историков есть мнение, что при де-факто более привилегированном положении короны в составе Речи Посполитой действительно равноправная уния между Польшей и Литвой была реализована лишь с принятием Конституции 3 мая 1791 года. Большинство создателей Речи Посполитой составляли выпускники Падуанского университета. Они вдохновлялись примерами античных Римской и Венецианской республик при формировании политической системы унии. Шляхтичи гордились своей демократией и считали свою страну оплотом свободы. Однако такое устройство не позволяло Речи Посполитой развиваться с учетом требований времени. Страна не могла выдержать долговременного противостояния с абсолютистскими монархиями России, Австрии и Пруссии. Большой интерес представляет собой тот факт, что Иван Грозный и его преемники могли занять трон Речи Посполитой и тем самым создать обширную империю от Познани до Сибири. Однако сам Иван не проявлял к этому интерес, несмотря на поддержку его кандидатуры со стороны части польско-литовской шляхты. Царь Федор Иванович также получал приглашение на престол Речи Посполитой, но отказался из-за требований переходить в католичество. В 1600 году дипломаты во главе со Львом Сапегой не смогли договориться с Борисом Годуновым об унии двух держав. Разногласия касались вопросов свободы торговли, заключения межконфессиональных браков, а также процесса полонизации западно-русских земель, которым Москва была крайне встревожена. Финальным этапом создания Речи Посполитой стало заключение в 1596 году Брестской унии, которую подчинила западно-русские епархии Константинопольского патриархата католическому духовенству. Действие унии распространилось на земли Малой Руси и Великого княжества Литовского. Ее главными сторонниками и идеологами стали Иосиф Уруцкий и Петр Скарга. Последний выступал также за усиление центральной королевской власти, ограничение прав Сейма и шляхты, а также противился принятию Сигизмундом III короны Швеции, хотя тот стремился к этому на протяжении почти всей своей жизни. Одной из причин распространения унии стал упадок православного церковного образования в западно-русских землях к концу XVI века. Выпускники духовных академий и семинарий были не способны успешно дискутировать по религиозным вопросам с католиками и протестантами, не могли удовлетворить растущие потребности паствы. Если Москва считала униатов еретиками, то Варшава не признавала равноправие православных с католиками. Попытка введения свободы вероисповедания на Варшавской конференции в 1573 году закончилась провалом из-за сопротивления католического духовенства, считавшего данный акт, цитата, «разрушением основ польской государственности». К концу 17 века католические епископы сумели добиться подавления протестантской реформации, а также запрета деятельности канонической православной церкви в Речи Посполитой. 100 лет спустя на территории современной Белоруссии 75-80% населения, в первую очередь крестьян, исповедали униатство. Однако надежды польского правительства и Ватикана на то, что население Западной Руси в большинстве своем примет католичество, не оправдались. Куда большие успехи имел процесс ополячивания средних и крупных феодалов Великого княжества Литовского. Ценой же этого становились образование культурного разрыва между шляхтой и крестьянами. Искоренить православие полностью польским королям так не удалось. В 1620 году православные жители Киева при тайной поддержке патриархата Московского основали новую иерархию в Киево-Печерской лавре. Со временем правители Речи Посполитой были вынуждены признать права православного населения и духовенства. В особенности на это повлияло восстание Богдана Хмельницкого, поддержанное Россией, приведшее в 1667 году к переходу земель возле левого берега Днепра, включая Киев, в состав русского царства. Несмотря на поддержку со стороны правительства, униаты не имели схожего с римокатоликами политического влияния. Греко-католические епископы не входили в Сенат, высшую палату парламента Речи Посполитой. Попытка Иосифа Уруцкого создать единый православно-униатский патриархат на базе Киевской митрополии не увенчалась успехом, поскольку не нашла понимания ни у католиков, ни у униатов, ни у православных. В XVIII веке началась латинизация униатской церкви, проводимая орденом Базилиан, многие представители которых происходили из польских католических семей. В 1729 году резиденция митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси переместилась в Радомышль. После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Галиция, являвшаяся одним из центров униатства, вошла в состав империи Габсбургов с титулом королевства Галиция и Иодемерия. 24 февраля 1807 года Папа Римский Пий VII учредил своей буллой Галицкую греко-католическую митрополию. Последней провозглашалась преемница Киевской униатской митрополии, которая была ликвидирована на Полоцком церковном соборе в 1839 году. Ее епархии вошли в юрисдикцию Русской православной церкви.